Я сегодня скажу несколько слов, которые, надеюсь, будут актуальными, уместными на сегодняшнем собрании. Было бы также хорошо, если бы у преданных появились какие-то вопросы, на которые мы могли бы ответить. In fact, if you have relevant questions to the topics that you're discussing here in this assembly, that would probably be better. With you. Если бы у вас были какие-то вопросы, на самом деле, касающиеся или относящиеся к теме этого собрания, этого ретрита, то это был, наверное, идеальным форматом проведения этой встречи. But my general experience is that if I start off asking the questions, it doesn't happen. Но из опыта моего следует, что если спросить у преданных, есть ли вопросы, обычно эти вопросы не возникают. So I'll speak a little bit first, and then I'll leave time if you have questions. Поэтому я скажу несколько слов сам, потом уже оставлю время для вопросов. I listened attentively to your exercise this morning. Я очень внимательно слушал за ходом этого обсуждения, этого тренинга. To the different themes that were given to each of the groups and to the different approaches the devotees took for solving the issues that were brought to your attention as spiritual leaders or counselors. Различные темы, которые представлялись вниманию преданных, собравшихся в этих группах для обсуждения, и также те решения, которые вы, как духовные лидеры и наставники, предлагали для решения этих ситуаций. I was appreciating the answers and the efforts that went into thinking about those answers. И мне очень понравились и сами ответы, которые прозвучали в ответной ситуации, и также усилия, которые преданные потратили для того, чтобы прийти к этим ответам. Give me a sense of hope that devotees are moving in the right direction when fulfilling their duties under the classification of devotee care. И это вселило в меня надежду, что преданные двигаются в правильном направлении, исполняя свои обязанности, которые можно назвать как обязанности в сфере заботы о преданных. Because it requires conscientious effort to care for others. Потому что для того, чтобы заботиться о других, требуется сознательные усилия. Not something whimsical. И нельзя подходить к этому по прихоти и предлагать какие-то свои собственные, своевольные решения. And to have the kind of spiritual authority required for helping others is not something that comes cheaply. И тот духовный авторитет, который необходим для того, чтобы эффективно помогать другим, дешево и легко не приходит. It's one thing if somebody's in a position of material authority. Конечно, другое дело, когда человек находится уже в положении материального авторитета. There's so many material authorities that people look up to. Есть множество людей, занимающих такое положение материального авторитета, и люди смотрят на них с уважением. Prabhupada speaks about it in Chaitanya Charitamrita. He talks about the false mahajans. И Шрила Прабхупада говорит об этом в Читании Чаритамрити, описывая положение называемых ложных махаджан. And how there are so many different false mahajans with so many different varieties of material activities. И он говорит о том, что есть множество так называемых лже-махаджан, которые являются авторитетом в различных видах материальной деятельности. They may be authority, but they're not mahajans. Они могут быть авторитетами в этих сферах деятельности, но махаджанами они не являются. Because a mahajan is somebody who's supposed to teach the path back to God. Потому что махаджан — это тот, который должен показывать путь назад домой к Богу. And therefore, anybody who represents a spiritual authority is supposed to be actually representing parampara, specific succession. Поэтому каждый, кто является и занимает положение духовного авторитета, он должен представлять гуру парампару, технической преемственности, то есть представлять этих настоящих махаджан. And if you think about it, it's not something that comes cheaply. И если вы подумаете об этом, то
прийти к выводу, что легко и дешево такое положение не дается. It's not that everybody can just have the carpet rolled up for them and say, okay, welcome to the position of the spiritual authority. Не то, что перед вами выкатывают такую красную ковровую дорожку, говорят, ну вот, пожалуйста, добро пожаловать в положение, в кресло духовного авторитета. You simply be appointed, selected, you are a spiritual authority. Нельзя этот духовный авторитет назначить. Вот тебя назначили, выбрали духовный авторитет. Давай. Even if we did rely upon such a system for establishing spiritual authorities, we would very quickly find that it's not very effective. Даже если бы нам пришло в голову положиться и принять такую систему назначения духовных авторитетов в нашей системе, но мы пришли бы очень быстро к выводу, что она очень неэффективна, плохо работает. Because we should understand that spiritual authority means to represent the parampara. Потому что мы должны понимать, что быть духовным авторитетом означает представлять парампару. To represent the Mahajans. Представлять Махаджан. And to actually represent those who left behind the path which we can follow to achieve your devotional service. И следовать по стопам тех, кто оставил после себя определенный путь, следуя по которому можно заниматься чистым преданным служением. Если вы подумаете об этом, то поймете, что это огромная ответственность. И это не тот вид ответственности, который мы должны гореть желанием на себя взвалить. Especially if we don't really understand the full impact of what the responsibility means. Если мы не понимаем всего веса этой ответственности, которая она подразумевает. Of course, if one is authorized, then one can come to that position, fulfilling that responsibility. Однако, если человек уполномочен, тогда он может взять и успешно выполнить эту ответственность. And Srila Prabhupada emphasized this point a lot in his establishing authorities to represent him in our Krishna consciousness movement. И Шрила Прабхупада неустанно подчеркивает этот важный принцип, когда он говорит о том, кто имеет право представлять его в системе духовных авторитетов в движении сознания Кришны. Srila Prabhupada appointed different authorities in the Krishna consciousness movement on the basis of observing their behavior, their qualities, and other criteria. Шрила Прабхупада также назначал определенных преданных как своих представителей и авторитетов на основании их качеств, поведения и других критериев. And although he could very easily see that they didn't fulfill the complete qualifications required to purely represent the parampara, nonetheless he empowered them to represent the parampara. И хотя, разумеется, Шрила Прабхупада не мог не заметить, что многие из этих преданных не имели полного набора качеств, необходимых для того, чтобы полностью представлять парампару, тем не менее он назначал преданных на эти ответственные посты. And of course, he was always there to pray to Krishna to please guide them so that they can properly represent the parampara. И он продолжал, поскольку находился рядом с ним, продолжал молиться Кришне о них, говоря: Господь, пожалуйста, веди их так, чтобы они смогли научиться правильно представлять парампару. But even Srila Prabhupada's appointment of a spiritual authority was not something that was done blindly. Однако даже эти случаи, когда Шрила Прабхупада назначал кого-то как духовных авторитетов, все это также не было сделано им слепо. He was always very careful in selecting persons who would represent him and thus represent the parampara. Он очень тщательно подходил к выбору тех, кому было поручено представлять его, Шрила Прабхупаду, представлять парампару. Examine to see what degree they actually have faith in him and in the parampara. Он испытывал их также на крепость их веры в него и в парампару. Faith they ultimately have in Krishna. И на крепость их веры в Кришну в конечном счете. And he would oftentimes sit and observe and discuss about appointing different people as authorities who represent the parampara on his behalf. И он иногда проводил достаточно много времени в обсуждениях о том, кого назначить в положение представителя его, Шрила Прабхупады, представителя парампары в качестве духовных авторитетов. I'm not speaking about gurus. Я сейчас не говорю о гуру. I'm speaking about persons who represent him. Я говорю сейчас о тех, кто представлял Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada selected many of those who were his genius.
GBCs, many of them temple presidents. И Шрила Прабхупада собственноручно выбирал тех, кто стал потом GBC, президентами храмов. And he selected many persons as spiritual authorities to represent him. И он также выбрал множество преданных, которые стали духовными авторитетами, представлявшими Шрилу Прабхупаду. However, I've been thinking a lot these days about Srila Prabhupada himself and how he represented spiritual authority. И я последние несколько дней очень много думал о самом Шриле Прабхупаде, размышлял о том, как он сам представлял духовный авторитет. Srila Prabhupada didn't have anybody to tap him on the shoulder and say, okay, you have spiritual authority. У Шрилы Прабхупады не было кого-то рядом, кто мог похлопать по его плечу и сказать, ну вот теперь становись духовным авторитетом. Nobody was there to say, oh, this is Bhaktivedanты Swami, your spiritual authority. Не было кого-то, кто мог взять всех Прабхупаду, вытянуть его вперед и сказать, вот Бхактиведанты Свами, ваш духовный авторитет. Whereby everybody could come and say, oh, okay, I accept your recommendation, I'll accept Bhaktivedanты Swami as my spiritual authority. И люди бы сказали, ну теперь, основываясь на вашей рекомендации, я также признаю Бхактиведанты Свами своим духовным авторитетом. So of course, Srila Prabhupada had Krishna standing behind him, who was in the heart of those who he was speaking to, who was tapping Prabhupada on the shoulder and saying, he's your spiritual authority. И, конечно же, у Прабхупады был Кришна, который стоял именно сзади него, он стоял за ним, и он также находился в сердцах тех, к кому обращал свои слова Шрила Прабхупада, свою проповедь. И он, стоя рядом с Шрилой Прабхупадой, хлопал его по плечу и говорил, вот он, Бхактиведанты Свами, ваш духовный авторитет, примите его. Because there was nobody else, obviously, Krishna had to select him, and so he did, and empowered him. Поскольку никого не было, кроме Шрилы Прабхупады, Кришна должен был выбрать Шрилу Прабхупаду, так и сделал, и уполномочил Прабхупаду для этого. Of course, he did it on the order of his spiritual master. Разумеется, Шрила Прабхупада принял эту роль, повинуясь приказу своего духовного учителя. But his spiritual master had already left the planet in 1937. Но, конечно, к тому времени его духовный учитель уже ушел из этого мира, это произошло в 1937 году. And he wasn't physically present to say, here, follow Bhaktivinoda Swami. И поэтому духовного учителя Шрилы Прабхупады не было рядом с ним, чтобы сказать тем, кому он проповедовал, вот вам Бхактиведанты Свами, следуйте ему. And the Gaudiya Math was very disharmonious and obviously couldn't pick him also to represent Srila Bhaktisiddhanta and Parampara. И, разумеется, Гаудия Мат также пребывал в состоянии внутреннего раздра и конфликтов, поэтому они не могли избрать из своего числа единодушных Бхактиведанту Свами, чтобы он, Шрила Прабхупаду, чтобы он представлял их. In fact, most of the Gaudiya Math was presenting even obstacles to Prabhupada's going to the West and becoming a spiritual authority. Более того, большинство этих организаций и индивидуумов из Гаудия Мат представляли собой препятствия для поездки Шрилы Прабхупады на Запад, чтобы он мог там начать проповедь. But the point is that Srila Prabhupada earned his authority. Но суть в том, что Шрила Прабхупада он заслуженно занял положение на духовном авторитете. Under the most difficult circumstances. В самых трудных для этого условиях. I'm going to talk about that today. Я об этом сегодня поговорю. I'm going to talk about the difficult circumstances that Prabhupada had to deal with in establishing himself as a spiritual authority. Я хотел бы поговорить о тех трудных обстоятельствах, которые пришлось преодолевать Шриле Прабхупаде, чтобы утвердить себя как духовный авторитет. It wasn't just handed to him. Okay, you be spiritual authority. Ему не дали это, как мы говорим, на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, пожалуйста, будь духовным авторитетом. He struggled. Он очень тяжело сражался. He struggled for a long time. Он долго сражался. In fact, I have been reading for the last week and a half or 2 weeks. I've been rereading the Srila Prabhupada Nilamrita. На самом деле, на протяжении последних нескольких недель я перечитывал Шрилу Прабхупаду Ниламриту. And I've been taking a lot of inspiration from it. И черпал в ней огромное вдохновение. And seeing the struggles Srila Prabhupada had to undergo to establish himself as a spiritual authority. Видя, через какие трудности пришлось пройти Шриле Прабхупаде, как тяжело приходилось трудиться, чтобы завоевать и заслужить это положение духовного авторитета.
although I was already convinced before rereading Prabhupada Limamrita about Prabhupada's struggles. Хотя, разумеется, я уже был убежден в трудности тех препятствий, с которыми пришлось справиться Шри Прабхупаде для этого, до того, как я начал перечитывать читание Прабхупады, прошу прощения. I became very much reconvinced that it was not something cheap. Но я как бы снова обрел это убеждение в том, что это стало совсем недешево. Because to be a spiritual authority for somebody really means that you have to be prepared to represent Krishna. Потому что, чтобы стать для кого-либо духовным авторитетом, нужно быть готовым к тому, что ты должен представлять Кришну по-настоящему. Now I appreciated the dialogue that happened, that this issue was raised in your discussions. И мне очень понравился тот диалог, который завязался между преданными, когда эта тема всплыла в вашем обсуждении. And you to be very clearly, accurately clarified the position of those who are conflict. И Читтаприя Прабху очень ясно и очень правильно, очень точно описал и прояснил положение наставника для всех собравшихся. That the counselor was more of a position of an assistant and a guide, and not guru. Что наставник на самом деле является помощником, и он как бы тот, кто ведет по пути, он помогает в этом гуру, он не гуру сам. And the council therefore shouldn't expect that those who are dependent upon their instructions or advice should accept them as gurus. И поэтому наставники не должны ожидать, что те, кто принимает прибежище в их наставлениях, должны относиться к ним, к наставникам, как к гуру. Unless, of course, somebody really earns that trust, that faith, to see somebody as a representative of guru. Конечно, за исключением случаев, когда человек действительно завоевывает, за исключением тех случаев, когда сам наставник так себя ведет и своим поведением такой завоевывает доверие к себе, что он воспринимается как представитель духовного учителя, гуру. But that takes time. Но для этого требуется время. It takes also setting an example. Требуется демонстрировать пример собственного поведения. I was just looking at one particular, as I said, I've been reading Prabhupada Limamrita, and I was looking at one, quickly found one example I could think of. Как я говорил вам, я читал Прабхупаду Ламриту, и мне на ум пришел один пример, который я очень быстро нашел и хотел вам его привести. Last week I read the first volume, the second volume, and most of the third volume of Prabhupada Limamrita. На прошлой неделе я прочитал первый том, второй том, и также большую часть третьего тома Прабхупады Ламриты. The first volume is called The Lifetime of Preparation. Первый том называется «Жизнь в приготовлении». And it discusses so much detail about Prabhupada's life as a householder. И в этом томе Прабхупада Ламриты рассказывается подробно жизнь Шрила Прабхупады как домохозяина. His meetings with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Описывается его встреча со Шрилой Бхактиведанты Сарасвати Тхакуром. His association with the Gaudiya Math. Его взаимоотношения с Гаудия Мат. And his distance from responsibilities within the Gaudiya Math. И то, как Шрила Прабхупада занимал такое достаточно отдаленное положение в отношении обязанностей, которые он мог бы принять на себя в Гаудия Мат. Because of his family responsibilities. В силу того, что у него были ответственности перед семьей. And how he was very much involved in maintaining his family. И как ему приходилось заниматься также поддержанием своей семьи. Struggled with that. И для него это тоже было не так-то легко. And then when he could see that his family was not supportive of his association with the Gaudiya Math, but they were all, he saw that he could fulfill his duties as a husband and as a father as far as he could possibly take it. И хотя его семья не разделяла его увлечение деятельностью Гаудия Мат, Шрила Прабхупада в какой-то момент понял, что он уже исполнил перед ними все свои обязанности, и обязанности отца, и обязанности мужа. How he gradually started taking up more and more of the service that was given to him by Srila Bhaktisiddhanta. Настолько, насколько он мог, и
он постепенно стал принимать все больше и больше участия в осуществлении того служения, которое дал ему Шрила Бхактиведанты Свами. He started writing and publishing Bhaktivеданты magazine. Он стал работать над составлением и над написанием статей к журналу Бхактиведанты и публикацией этого журнала. He had to go to the printer and beg the printer to please give him an advance of printing, a service for printing, and he had to personally go and get the paper. He couldn't pay for it. И он также приходил к человеку, который занимался печатью этих журналов, и упрашивал буквально дать ему бесплатно какое-то количество экземпляров этого журнала, потому что Шрила Прабхупада не мог заплатить, оплатить их издание. He had to go and buy the paper himself when he had enough money to buy it. Он лично распространял журнал, он также ходил и лично занимался покупкой бумаги для выпуска этого журнала, когда мог себе позволить. Had to carry the paper to the printer. И приносил эту бумагу сам обратно к издателю. Beg the printer to print it. И просил его, пожалуйста, напечатайте снова журнал. Promising that he would make some money later as he would personally sell the Bhaktivеданты magazine. Заверяя его, что он не заплатит за журнал, а когда лично распространит достаточное количество этих журналов. And then all this time he was living in Vrindavan, and he had to go back and forth between Vrindavan and Delhi to deal with the printers. При этом жил он во Вриндаване, ему приходилось постоянно ездить между Вриндаваном и Дели, месте, где находились издатели этого журнала. In Delhi he had no place to stay. И в Дели у него не было места для жилья. Sometimes he was just wandering the streets, looking for a place to stay. Иногда он просто бродил по улицам Дели, чтобы где-то поселиться. Somebody helped him and gave him a place to stay where he could set up an office, where he could do some typing while he was in Delhi. Кто-то помог ему и нашел место, где он мог поселиться, чтобы он мог там какое-то что-то вроде офиса открыть, там заниматься набором этих статей для журнала. Nobody to help him. Никого не было, кто мог помочь ему. He was alone. Он один. The most helping out was just, getting a place to stay sometime. Самая большая помощь, которую он получил, это просто предоставили место для жилья, вот и все. And then, of course, he went to Jhansi and he tried to establish the League of Devotees. Затем он поехал в Джанси, это место в Индии, где он попытался открыть организацию, которая называлась Лига преданных. Had problems there. He acquired a building, but then he was kicked out of the building by the governor. И там он также столкнулся с трудностями, потому что он смог получить какое-то здание, однако из этого здания Шрила просто вышла жена губернатора этого штата. Had no place to live. Не было места для жилья. And had to again wander the streets. Затем он снова ходил по улицам, seeing where to find a place to stay. Ища место для жилья. Where was his spiritual authority in all of that? Вот, пока он занимался всем этим, в чем заключался его собственный духовный авторитет для кого-то. He tried to engage people, but nobody accepted him that much as a spiritual authority, where he could tell people what to do. Он пытался занимать других людей в своей деятельности, в своей миссии, но никто не был готов ему помогать, никто не готов был относиться к нему как к духовному авторитету для себя, который мог бы сказать им, что им делать. He was a beggar. Он был просто нищим. With no money. У него не было денег. Sometimes he had no money. Вообще денег не было иногда. And he just had to beg. И он просто просил милостыню. This is the struggles he had to face. Через эти трудности он прошел. And then, of course, finally he gets passage on the Jaladut and he goes to America. И в конце концов ему устроили проезд на Джаладуте в Америку. He goes on the order of Srila Bhaktisiddhanta. Он едет туда по приказу Шрилы Бхактиведанты. Here's in New York City with a couple of trunks of books that he published just before he left India. Он приехал в Нью-Йорк и оказался там с двумя сундуками с книгами, которые он напечатал буквально перед отъездом из Индии в Америку. He went to Pennsylvania where he met the Agarwals who sponsored him to come to America. Он приехал в Пенсильванию, в штат Америки, где он поселился в доме Агарвалов. Это семья, которая как бы выступила спонсорами или ходатайствовали перед о его приезде в Америку. Who actually thought he was never going to come. Которые на самом деле думали, что он еще никогда не приедет. Gopal Agarwal just did it because his father asked him to do it. Гопал Агарвал, глава семейства, сделал это, потому что его отец попросил его об этом. But his father asked so many people to do that, and none of them ever came. Но его отец так часто просил его об этом по отношению к другим людям, он это делал, и никто из них ни разу не приезжал.
So he was thinking, okay, sure, I'll sponsor it. He's not going to come anyways. И он подумал, ну и что, подумаешь, я могу выступить спонсором по отношению к кому-то еще, и он точно не приедет. Because nobody else ever came before that. Потому что никто на него никогда не приезжал. I was thinking, what's the sponsorship? I'll do it because my father asked me to do it. И поскольку мой отец думал, он попросил меня об этом, почему бы не сделать? But all of a sudden, somebody's there in America, to be picked up. Но вот он приехал, вдруг неожиданно оказался в Америке, нужно было ехать забирать его оттуда. And at first he didn't know what they were going to do with him. They had no place for him to stay. И он даже не знал, что делать со Шрилой Прабхупадой, потому что места жилья у него не было для Прабхупады. He was just living in a small house with 2 children. У него были двое детей уже, и он жил в маленьком доме. And all of a sudden they had this Swami from India coming, and they are obliged to provide him a place to stay. И вдруг внезапно появляется еще какой-то Свами из Индии, которому теперь приходится предоставить место для жилья и помогать ему в проживании. Prabhupada had no spiritual authority when he was in the house of the Agrawal. Когда Прабхупада жил в доме Агарвалов, у него не было никакого духовного авторитета. They were meat eaters. Потому что они ели мясо. Prabhupada didn't tell them, you can't eat meat. И Прабхупада не говорил, перестаньте есть мясо. He just said, don't think nothing of it. Он просто говорил, не даже волнуйтесь, не думайте об этом. Didn't have spiritual authority. У него не было духовного авторитета. And they started to, they were very attracted by his qualities, by his character, by his behavior. Их очень привлекли, прошу прощения, качества Шрилы Прабхупады, его поведение, характер. But they started thinking, how can we keep this Indian Swami in the front room of our home? What are we going to tell people when they come over? Но им пришлось думать через какое-то время, но мы же не сможем позволять этому индийскому Свами жить в зале нашего дома фактически. И что мы будем говорить нашим соседям, когда они будут приходить ко мне? Living on the sofa. Шрила Прабхупада там жил на диване. Sharing the same bathroom. И он с ним вернулся в одной ванной. So they found a place for him to stay nearby in the YMCA. И в конце концов они смогли найти для него место в неподалеку расположенном общежитии для молодежи. And Prabhupada started giving lectures. Прабхупада стал давать лекции. Wherever he could find a place to speak about Krishna consciousness, he would speak. И когда бы он не получал возможность говорить о Кришне, сознании Кришны, он пользовался ею. People would think, oh, he's a mystical person. Думаю, какой-то мистик, Прабхупада, мистик. Very, very nice person. Очень хороший человек. But his spiritual authority in their lives was nil. Но он пользовался ровно нулевым духовным авторитетом в жизни этих людей. Nobody accepted him as kind of a spiritual authority, saying, "Oh, I'm going to surrender to this person." Никто не относился к нему с таким чувством духовного авторитета, что вот я сейчас вручу свою жизнь в руки этого человека. But Prabhupada had a mission. He had spiritual authority from the order that was given. Но у Шрилы Прабхупады была миссия, у него был духовный авторитет, он пришел к нему вместе с приказом, который дал ему духовную жизнь. He had a name of some Mishra, what's his name? Mishra? Dr. Mishra. Yeah, name of Dr. Mishra, who had an ashram in upstate New York. Кто-то дал ему детали, контакт с доктором Мишрой, который жил в одном из районов Нью-Йорка. So he decided to go to New York City. Он решил поехать в Нью-Йорк, встретиться с доктором Мишрой. And to look him up and to speak to him and see if he could provide him some venue for preaching. Приехал к этому доктору Мишре в Нью-Йорк и в надежде, что, может быть, доктор Мишра предоставит ему какие-то возможности для проповеди. For some time he stayed in Dr. Mishra's ashram in New York. Какое-то время Шрила Прабхупада жил в ашраме доктора Мишры в Нью-Йорке. But he found that his message was compromised by the people there who were all Dr. Mishra's followers. Однако Шрила Прабхупада почувствовал, что его послание не очень эффективно, потому что его окружали последователи доктора Мишры. Because he wanted to give the message of the Parampara, he didn't want to give Dr. Mishra's message. Потому что он хотел донести до этих людей послание Парампары, а не послание доктора Мишры. Because Dr. Mishra was an impersonalist. Доктор Мишра был имперсоналистом. He appreciated the Swami. Ему нравился Свами. And he provided him and helped him in different ways to get started. И он обеспечил тем, что мог предоставить Шриле Прабхупаде, чтобы Прабхупада мог начать свою миссию. But Dr. Mishra certainly didn't accept
Prabhupada as a spiritual authority. Но сам доктор Миши, конечно же, не принимал Шрилу Прабхупаду духовным авторитетом для себя. And all of his followers were very attracted to Prabhupada. They didn't really accept him as a spiritual И authority. все последователи доктора Миши также относились к Шриле Прабхупаде с большим уважением, ему нравился, но они не считали его для себя духовным авторитетом. So then he moved into a room in the same building as Dr. Mishra's ashram. И поэтому Прабхупаде пришлось переехать в другую комнату. Она находилась в том же самом здании, где располагался ашрам доктора Миши. It was a very tiny room. Очень маленькая комната. It was just about 8 feet wide. Она примерно была 2,5 метра в ширину. And just had a glass on the door, a pane of glass on the door, so that you couldn't see in completely, but you could see into the room. И также сверху дверь в эту комнату была застеклена. Не то, что полностью она была, то есть нельзя было видеть все, что происходило в комнате, но можно было в комнату заглянуть при необходимости. Prabhupada spread a few blankets on the floor. Прабхупада расстелил несколько одеял на полу, Put his trunk on the floor. поставил на пол свой сундук. And he sat there and did all his typing, translating on the floor with his trunk as the desk. И вот, пользуясь этим сундуком как своим письменным столом, Шрила Прабхупада печатал на нем и занимался переводом. And people would come in and to chant with him. Люди приходили к нему и вместе с ним повторяли мантры. And Prabhupada would welcome them in, and Prabhupada would have some kirtan and speak from Bhagavad-Gita. Он приглашал себе этих людей и проводил с ними лекции по Бхагавад-Гите. But they also didn't see Prabhupada as a spiritual Но authority. они также не относились к Шриле Прабхупаде как к своему духовному авторитету. And then Prabhupada had his typewriter stolen. И через какое-то время Прабхупаду украли его пишущую машинку. Practically everything he had was stolen from that room. Практически все, что было у Шрилы Прабхупады, все его имущество пропало из этой комнаты. Prabhupada suspected that it was the janitor. И Прабхупада подозревал, что это дворник, который украл у него. So he said, how can I stay here? He'll just steal again. Украл у него дворник, и Прабхупада подумал, как же я могу оставаться здесь, он наверняка снова сворует все, что мне появится. So he had met one person who had come there who said, I have a loft down in the ballroom. И к нему кто-то пришел, какой-то очередной посетитель, и сказал, у меня вот есть чердак там в Бауэре. I'm not going to stay there, but you can, if you like, you can stay there. Я там сам не живу, но если вы хотите, можете туда переехать. And the Bowery, А Бауэре это I can tell you Бауэре. what the Bowery. Я могу вам сказать, что такое Бауэре. I was very young at that time. I was in high school. Я тогда еще ходил в школу, в старшие классы, и я был достаточно молодым. And I remember a friend of mine and myself, we went to New York. We lived north of New York. Мы жили к северу от Нью-Йорка с своим другом, мы однажды поехали в Нью-Йорк. I was maybe 15 years old. Мне было примерно 15 лет. And we decided, let's go to New York City. И мы решили, поедем в Нью-Йорк. And the two of us decided to go on an excursion. Мы решили отправиться в экскурсию по Нью-Йорку. We had enough money to take a bus to New York City to spend a couple of nights there. У нас достаточно было денег, чтобы на автобусе отправиться в Нью-Йорк и там провести пару ночей. And I remember we went to different places and we were really nervous. I said, I hope the bus doesn't drop us off here. И когда мы приехали по Нью-Йорку, в автобусе, въезжали в него, то помню, как нас охватила нервозность. Мы боялись, что нас садят в этом месте Нью-Йорка. Когда мы проехали, мы надеемся, что не здесь. It was our first excursion away, to the big city. Это был наш первый вылазка в большой город. I remember we were looking out the windows and we were singing the song from the Beatles, It's Getting Better All the Time. Singing a song from the Beatles called It's Getting Better All the Time. We're sitting on the bus. We were singing. And I was singing because we were looking around us and we were scared. We hoped the bus didn't drop us off with this plane. Мы сидели в этом автобусе с другом и смотрели со страхом в окно, думая, что только вы не здесь нас высадили, пожалуйста. Мы пели эту песню из Beatles. Становится лучше с каждым днем. То есть снова и снова становится все лучше и лучше. So we started singing, got to admit it's getting better. It's better all the time. Петь эту песню, должны признаться, все лучше и лучше. Лучше и лучше. And then the bus took us down to a place, it was near Penn Station. Penn Station, it's down near 42nd Street. The pit of New York. Pit is like The pit.
И нас высадили вот в этом месте, где на 42-й авеню, Penn Station называется место, это на самом деле такая выгребная яма Нью-Йорка. At that time, 42nd Street is where all the brothels were. Brothels. И как раз у нас 42-й улице, авеню, как раз располагались все публичные дома там. And the bus dropped us off there. И вот там нас садил автобус. We could see what kind of place it was. Unfortunately, we weren't interested in that. Мы поняли, что это себя представляло, к счастью для нас, нас это не интересовало. So we started to wander downtown. И мы шли по направлению к центру города. No, downtown means down, not the center. There's no center of the word. Downtown means the lower east side. I know. You can't say that about Manhattan. Пошли по направлению к Манхэттену, его называют центром города, но хорошо, это не центр, это просто вот низ, низовье, так сказать. And we wandered into this area saying, oh, it looked like we're wandering in the wrong direction. И мы шли по направлению к Манхэттену и думаем, похоже, мы не туда идем. And for me it was shocking. Потому что для меня это было шоком, то, что я видел. And of course it was even more shocking when I read Prabhupada Leela when I found out where Prabhupada had started. И это стало еще большим шоком для меня, когда я прочитал Прабхупаду Ламрите, что именно там Прабхупада начал свое движение. I had many more experiences of the Lower East Side besides that time when I was 15 years old. У меня еще было множество таких вылазок в это место в Нью-Йорке, которое называется Lower East Side, помимо того первого. But that was the Lower East Side. Визита. Но это было место, которое называется Lower East Side. The worst was the Bowery. Но даже хуже, чем Lower East Side, было Bowery. Because that's lower than the Lower East Side. Это ниже, даже нижние, это по-английски Lower East означает нижняя восточная часть. А Bowery располагается еще ниже. And the Bowery is a place where anything goes. Bowery это место, где все сходило с рук людям. You cannot be surprised by whatever you see on the Bowery. Чтобы не видели Bowery, удивляться не стоило. It's just filled with derelicts. Там просто самое отребье общества находится. People sleeping on the streets. Люди спят на улицах. Intoxicated. Они полностью пьяны. People dead. Мертвые люди валялись так. Sometimes just people just lying there dead. Просто трупы лежали на улицах. Until the body started decomposing and come and pick it up and take it away. Пока они начинали разлагаться, тогда их приезжали и забирали. And this was the Bowery. Это Bowery. And people would go in and live in the Bowery because they had these lofts. It was a loft was like a warehouse. И люди там переселялись в Bowery, потому что там были эти чердаки, и чердаки использовались как склады. And they would rent a loft because it was very cheap. It was a warehouse. It would have no bathroom, no sink, no nothing. И это очень дешевое было жилье, там никаких удобств не было ни туалета, ни ванны, ни даже раковины, ничего вообще. And this person gave Prabhupada said, you can stay in the loft in the Bowery. И вот человек сказал Прабхупаде, вот можете переселиться на чердак в Bowery. He said, you can stay there, but you have to stay with this one other person. Вам придется, правда, быть соседями вот с этим человеком, также он тоже там живет, и вам нужно будет делить свой чердак вместе. So that's where Prabhupada moved to from uptown. He moved to the Bowery. И вот Прабхупада переехал из этой верхней части Нью-Йорка в Bowery. And he had his blankets, he had his trunk. Вот у него были его одеяло и сундук, на котором он работал. And he would just sit and work in front of his trunk. He got another typewriter somehow. Somebody got him another typewriter. Кто-то Прабхупаде подарил пишущую машинку взамен украденной, и Прабхупада сидел за этим сундуком, когда письменным столом работал. And he was working on Bhagavad-Gita as it is. Он работал над переводом Бхагавад-Гиты, как есть. Previous work on Bhagavad-Gita was also stolen. Потому что его рукопись, которую он составлял, также была украдена вместе с пишущей машинкой. The first time it was stolen by his wife. Первый раз его рукопись украла его жена in India. В Индии. And when his wife took out Prabhupada's work on the Gita Upanishad and he was doing it, sold it for some tea biscuits. Его жена взяла тайком эту рукопись Шрила Прабхупады на Гита Уpanishad, на которой трудился Шрила Прабхупада, продала эту рукопись, чтобы купить себе печенье к чаю.
So Prabhupada had to do it again. Поэтому Шри Прабхупаде пришлось начать с нуля. And he was because it was like he didn't have any online storage space. У него не было какого-то, как называется, облачного хранилища, чтобы можно было сгрузить снова бэкап и восстановить работу. Все, украли, сконцать. Вся его работа была украдена. Поэтому Прабхупада начал работать над Бхагавад-Гитой, как она есть с нуля. And while he was there, some of the people from Bowery would come, and Prabhupada would have kirtan. И иногда люди с Бавари собирались и ходили к нему на чердак, и Прабхупада с ними киртан проводил. And a few of them started to become regulars. И некоторые из них начали становиться регулярными посетителями. They thought the Swami was somebody that was really far out. Они думали, что Свами это такой человек крутой. And they were attracted to him. Так можно перевести. И они были очень привлечены. But definitely not ready to accept him as a spiritual authority. Но, конечно же, они не были готовы принять его как своего духовного авторитета. None of the people who came to his kirtans in the Bowery were looking for a guru. Более того, те, кто приходил к нему на киртан в Бавари, вообще гуру себе не искали. So Prabhupada would have a kirtan, just with his little bongo drum. И Прабхупада проводил с ними киртан на таком маленьком барабанчике ручном подыгрывая. And he would talk about Krishna, Bhagavad-Gita. И они говорили о Кришне, Бхагавад-Гите. Some people would stay, but not many. Кто-то оставался, но далеко немного. Most of them liked kirtan. Большинство из них нравился киртан. But not so much interested in the philosophy. Но философия их не очень привлекала. Except his roommate was very nice and interested. Хотя тот молодой человек, с которым Прабхупада жил на чердаке, он очень хорошо себя вел и проявлял интерес. But then his roommate went completely wild on an acid trip. Однако в какой-то момент его этот сосед спятил, потому что принял слишком много ЛСД. And became aggressive towards Prabhupada. И стал вести себя очень агрессивно по отношению к Шри Прабхупаде. And Prabhupada picked up his things and just left. Из-за этого Шри Прабхупада просто собрал все вещи и ушел с чердака. Again, no place to live. Без какого-либо другого места, куда мог переехать. He had no idea where to go from here. Он даже не знал, куда направиться, уйдя с чердака. Didn't make any difference if he turned left or right. Потому что ему все равно было, куда поворачивать, направо или налево, никакой разницы. Somehow, some person came forward and invited Prabhupada to come live with him. Но кто-то пригласил Шри Прабхупаду жить вместе с ним. Prabhupada stayed with him for a little while, but his wife didn't like Prabhupada at all. И Прабхупада присоединился к этому человеку и жил с ним какое-то время, однако жене его Шри Прабхупада совсем не понравился. Because he heard Prabhupada speaking about no illicit sex, Потому что no Прабхупада intoxication. обмолвился про то, что не стоит заниматься недозволенными половыми отношениями и принимать дурманящие вещества. She felt very threatened by Prabhupada living in their home. И поэтому эта жена, этого человека, почувствовала в этих словах Шри Прабхупады, к его проживанию в доме угрозу. I'm not going to share this room with this person who espouses his philosophy. What if my husband starts listening to him? Она сказала, я не буду жить под одной крышей с этим человеком, который такую философию проповедует. А что, если мой муж прислушается к нему? And they started to have fights. She threatened him, get him out of here. Fights with Their husband. И они стали ссориться по этому поводу со своим мужем, и в конце концов жена пригрозила вышвырнуть Прабхупаду на улицу. So they had to find some other place for the Swami to go. И им пришлось найти еще какое-то другое место, куда бы Свами мог переехать. But there were a group of people who had taken some interest in the Swami. Однако уже к тому времени появилась группа людей, которых интересовал Свами. Still, no talk about being their guru or them being disciples. Но вообще речь даже не шла о том, что он их гуру, а они его ученики. He was just a nice person. Просто он был хорошим человеком. And they really appreciated that he was genuine. И им очень нравилось, что он был настоящим. And the one thing that really started to catch on with the people by that time was Prabhupada's genuineness. И именно вот это стало привлекать внимание этих людей и как бы принять их сердца. Это то, что Прабхупада был очень таким настоящим подлинным. That's it. That's what started. That's where the whole foundation started to take place. Вот с этого начался фундамент. Фундамент был заложен этим качеством. That enough people were coming regular enough to see how genuine the Swami was.
достаточно людей приходили к Шриле Прабхупаде, чтобы воочию убедиться в подлинности Шрилы Прабхупады. Genuine means that even though we can't follow what he preaches, В чем заключалась эта подлинность, которую они ощущали? Они понимали, что, может быть, мы не можем следовать тому, что проповедует он. he is everything that he preaches. Но он воплощает все, что проповедуется он. They couldn't argue with him. И с этим они не могли поспорить. Whatever he preached, he was. Все, что он проповедовал, он был сам таким. And that is the seed of faith. Вот это и зародило, и заложилось семя веры в них. That's how gradually faith was awakened in that small group. Именно так это с маленькой группой первых последователей и обрела эту веру, семя веры. They wanted to do something for the Swami. Они захотели что-то сделать для Свами. So they found a place for him. И поэтому нашли для него место, 26nd Avenue. которое называлось 26-й, 2-й авеню. It's a little storefront. They thought the Swami could stay here. Это был магазинчик, который выходил в витрину на улицу, и они подумали, что Свами может жить здесь. He could use the storefront for giving his lectures and having kirtan. Он может проводить свои лекции в этом магазинчике, и киртан также здесь. A little apartment in the back, Prabhupada could stay. В заднем помещении была небольшая квартира, в которой мог жить Шрила Прабхупада. Still, the only thing he had was his trunk, a few blankets, his typewriter, and his manuscripts and his books. И тем не менее, даже тогда, единственное, что было у Шрилы Прабхупады, это был его сундук, несколько книг, это была его пишущая машинка и рукопись, над которой он трудился. And Prabhupada would have kirtan 3 nights a week. Прабхупада проводил киртан 3 раза в неделю. Monday, Wednesday, and Friday from 7 to 9, Prabhupada would have kirtan in the front. По вечерам, в понедельник, среду и пятницу они проводили киртан в этом помещении, переднем помещении, вечером с 7 до 9 часов. And 26nd Avenue is the Lower East Side. 26-й, 2-й авеню располагалась в этом районе Нью-Йорка, который называется Lower East Side. It's not Bowery, Это уже не Бауэри, but it's the Lower East. но это по-прежнему Lower East. It was the place that my friend and I ran out of. Вот именно это было то место, откуда мы с своим другом сбежали просто без оглядки. Because the people that were living there there were two types of people. Там жили люди двух видов. In fact, it's interesting. Интересно упомянуть об этом. When I was reading Leela-Amrita, I took note of the people who were living in the Lower East Side. Когда я читал Прабхупаду Ламриту, то я отметил себе, что эти две категории людей жили там, Lower East Side. There were two types. Два типа людей. One was immigrants. Первый это иммигранты. And the other were the youth who had lived from wealthy immigrant families who became wealthy but rejected it and moved to the Lower East Side. И вторая категория людей это были молодые люди, которые жили в богатых семьях иммигрантов, но которые сбежали от богатства своих родителей и переселились в Lower East Side, отвергнув прежнюю культуру. The immigrants that were living in that area were Puerto Rican immigrants. И в основном иммигранты, которые жили в этой зоне, в этом районе Нью-Йорка, были из Пуэрто-Рико. Polish immigrants. И также из Польши. Anybody know what the third one was? Ukrainian immigrants. Из Польши, Пуэрто-Рико и Украины. Only three that are mentioned in that area. Только три этих места происхождения иммигрантов упоминается в связи с Lower East Side из Пуэрто-Рико, Польши и Украины. And all the immigrants, that's the first place they would land is in New York, and they had no money. Потому что эти переселенцы приезжали в Нью-Йорк, они туда приезжали в первую очередь, там они вступали на землю, денег у них не было. So they had to go to the cheapest place where they could possibly live. Поэтому они поселялись в тех местах, в самых дешевых местах, на которые у них какие-то средства были. Not they could buy a ticket to San Francisco. Они могли позволить себе купить билет в Сан-Франциско. They landed in America, in New York, and they went to the cheapest place where they established themselves, the Lower East Side. Они приезжали в Америку, оказывались в Нью-Йорке, и там поселялись в самом доступном жилье, которое только могли найти, это Lower East Side. And that's where Prabhupada started to get a footing in establishing his authority. Вот именно там Шрила Прабхупада начал постепенно утверждать свой духовный авторитет в этом месте. People would start to come for the kirtans because the kirtan was a real far out thing. Люди стали приходить на киртаны, потому что киртаны были очень привлекательными. It wasn't so much the immigrants. И They were not coming so much.
Ну, сами иммигранты, конечно, не так часто приходили на эти программы. It was the youth who dropped out from society. Но в основном на Киртане Прабхупады собиралась там молодежь, которая отвергла свое общество, в котором она находилась. Это были хиппи. People, the youth who rejected any kind of authority. Это молодежь, которая отвергала любого рода авторитеты. They went there for the very reason why they went there was because of their rejection of authority. Самая основная и единственная причина, по которой они переселялись в Lower East Side, была в том, что они отвергали любого рода авторитета. I know. Я знаю. I was one. Потому что я был одним из них. I came a few years later. Я несколько лет позже, спустя переселился туда. But the whole culture of the hippie generation was rejection of authority. Но вообще вся культура хиппи в то время была пронизана отвержением любых авторитетов. Government, forget it. Правительство, к черту. Parents, forget it. И родители туда же. Education, forget it. Образование. Any kind of authority, forget it. Любой род авторитет. We were frustrated with authority. Мы были очень разочарованы авторитетом. That was a generation when Vietnam War was the focus of all the people in America. И в центре внимания всех людей в Америке была тогда война в Нью-Йорке, во Вьетнаме, прошу прощения. The youth couldn't understand why are all our friends going off and getting killed in a war which we don't even belong to. Молодежь не могла понять, почему все наши друзья отправляются на эту войну и там погибают, хотя она вообще никак нам война нам не принадлежит. It was total rejection of authority. И мы полностью отвергали любого рода авторитета. And who were the people who were coming to hear Prabhupada? И кто был теми, кто пришел слушать Прабхупаду его первой лекции? The highest authority. Prabhupada, the highest authority. Да, Прабхупаду, кто пришли слушать лекции Прабхупады, который воплощал в себе высший авторитет. And didn't compromise. И он не шел ни на какие компромиссы с этим авторитетом. Prabhupada didn't compromise when he presented the authority. He presented Krishna as he is. Прабхупада никогда не шел на компромиссы с этим авторитетом, с Кришной, как он есть, когда он представлял его. And some people didn't like it at all. И некоторым это не нравилось, совсем не They нравилось. liked to come for the kirtan, but as soon as Prabhupada finished the kirtan and started to begin class, most of them would walk up and leave. Они собирались на киртан, им нравились, но когда Прабхупада завершал киртан, начинал лекцию, они сразу вставали и уходили, большинство из них. Few of them would stay. Оставалось немного совсем людей. No matter how many were there, Prabhupada would stay and would preach. Сколько бы ни оставалось, Прабхупада продолжал проповедовать Бхагавад-Гиту. And then he'd go up to his room in the back, and then anybody who came was always told that you can go speak to the Swami. И он затем уходил в свою комнату, которая располагалась сзади здания, и людям говорили, что если вы хотите чем-то со Свами поговорить, можете просто зайти к нему поговорить. And Prabhupada would sit and talk to the most far-off people. И Прабхупада проводил свое время в беседах с самыми необычными людьми. I was just reading, I met the other day, one person that came up to talk to Prabhupada, he said, Swamiji, I just want to let you know that although you and I are spiritual, I'm higher than you. Например, я прочитал Прабхупаду Ламете, когда один человек пришел к Прабхупаде и сказал, ну, Свамиджи, я хотел вам сказать, что хотя и вы духовный, я выше вас. Because I'm God. Потому что я Бог. And Prabhupada said, please accept my obeisance. Прабхупада сказал, Бог, примите мои поклоны, пожалуйста. And he said, okay, God, could you please leave now? И Бог, не могли бы вы теперь удалиться? They just sent him on his way. И отправил Прабхупаду Бога. God had to leave. И Богу пришлось уйти. And sometimes all kinds of people would come to talk to Prabhupada, and he would tell them all kinds of crazy things. К нему приходили такие чудаки и говорили самые глупые вещи. And sometimes even in Prabhupada's lectures, there was a whole story of one person got up and while Prabhupada was talking, he says, I want to ask a question. И однажды Прабхупада давал лекцию, и какой-то человек поднялся прямо посреди лекции и сказал, я хочу задать вопрос. And Prabhupada said, no, not now, afterwards, I'll leave time afterwards. И Прабхупада сказал, нет, не сейчас, вопросы потом, после лекции, я оставлю для этого время. He said, no, man, what are you going to, why are you doing? Why don't you let me speak? И человек начал говорить, нет, почему
Почему вы не позволяете мне задать вопрос? Я хочу сейчас его задать. And Prabhupada said, yes, you can speak, but at the end of the Вы talk. сможете задать ваш вопрос, сказал Прабхупада, после лекции. And then other people started saying, hey, will you let the guy talk? I don't want to. Остальные, ничего, пусть говорит, парень, ничего, начали говорить в аудитории. So, Prabhupada still was very firm. No, I said, he explained the reason why that lectures come, questions come at the end of the lecture. И Прабхупада был не преклонен, сказал, нет, лекции, все вопросы после лекции, объясню почему. Then he just spoke for 5 more minutes. Еще положил 5 минут. And then Prabhupada said, okay, what is your question? И затем спросил, ну какой ваш вопрос? And he started asking this completely convoluted question. It wasn't a question at all. И то, что стал говорить человек, вообще на вопрос был похож в меньшей степени. Еще он был какой-то бред сивой кобылы. Prabhupada was trying to understand what he was saying. Прабхупада не мог понять, что говорит, что несет этот человек. And every time he was given an opportunity to speak, nothing made sense. Что бы ни пытался сказать этот человек, вообще никакого смысла его речь не имела вообще. And this went on for a few minutes. Prabhupada was very patiently listening to him. Прабхупада очень терпеливо слушал его. And then he just turned to one of the persons who was coming regularly for Prabhupada's class and said, Roy, answer his question. Затем он повернулся к одному молодому человеку, который регулярно приходил на лекции Шрилы Прабхупады и сказал, Рой, ответьте на его вопросы. And things like this were happening all the time. И это происходило постоянно. But he had a few people Но было несколько человек, которые that see Prabhupada's genuineness. видели в Прабхупаде подлинного саду. And because they saw Prabhupada's genuineness, they wanted to get more involved with Prabhupada. Они видели подлинность Шрилы Прабхупады, и поэтому хотели знакомиться с ним все ближе и ближе. And only then would Prabhupada actually start telling them things to do. Только тогда Прабхупада начал говорить им о том, что они должны были делать. Up until then, he was letting them do whatever they wanted to do. До этого момента Прабхупада позволял им делать то, что они хотели. But many of them voluntarily wanted to do something because it saw Prabhupada's genuineness. Но многие из них хотели добровольно делать для Шрилы Прабхупады что-то, потому что видели в нем эту подлинность. And then Prabhupada would say, well, why don't you do this for me? Why don't you do that for me? И Прабхупада говорил, ну почему вам не сделать это для меня или вот то? Why don't you paint for me? Paint. Почему вы не покрасите вам, например, для меня вот здесь? And Prabhupada gradually started to engage them. Why don't you type for me? Почему бы вам вот не этим заняться, например, набивать текст для меня на машинке? И он начал занимать их таким образом. And they just started doing these things for Prabhupada. Они начали делать это все для Шрилы Прабхупады. And still, they didn't have any conception whatsoever of accepting Prabhupada as a guru. Даже тогда у них не было никакого представления о том, что Прабхупада, чтобы принять Прабхупаду своим духовным учителем. Because Prabhupada never said in his lectures, I'm guru. Потому что Прабхупада в лекциях никогда не говорил, я гуру. He would never say that. Listen to his early lectures. Прослушайте его ранние лекции, он никогда там не говорит об He этом. would only say, what is guru? Он говорил о том, кто гуру, What is the position of guru? каково положение гуру. And then gradually, people started to figure out. И постепенно для людей стало доходить. Swamiji is a guru. Что Свами же оказывается гуру. They started, I used to think, when I was a child, I used to make these little puzzles, connect the dots. Когда я был маленьким мальчиком, я любил решать эти головоломки, которые называются «Соедини точки». Эти точки с номерами, их нужно было соединить. You go from one dot to the next, and when you finally get them all connected, you have a picture. Когда вы таким образом находите все номера и последовательно их соединяете, получается картинка. So all these people, they started to gradually connect the dots. Вот эти люди стали соединять линиями эти точки. Swamiji is a guru. И выяснилось, что Свами же оказывается гуру. He would always talk about guru. Хотя он всегда говорил о They гуру. started to connect. Они начали соединять одно с другим. Yeah, I'm actually looking for a guru. На самом деле я ищу гуру, да. And then they started to accept like that Swamiji is actually a spiritual authority. He's И a они guru. начали принимать его духовным авторитетом, он гуру. As soon as he had a group of people who actually began to realize, getting more of the picture, he said, let's have an initiation. И как только число этих людей, до которых дошло, и которые стали видеть ясно эту картину, увеличилось немного, Прабхупада сказал, давайте пройдем инициацию. What's that? А что такое инициация?
Nobody knew what's an initiation. Никто не знал, что такое инициация. I don't know, it sounds cool. Не знаю, что это, но звучит здорово. The Swamiji saying that we should do it, maybe we should do it. Если с вами жена это предлагает, нужно принять. Then Prabhupada, one day he dropped a bomb. И как однажды Шрила Прабхупада сбросил бомбу. Because they thought that, you know, it's a cool thing. Yeah, I'll be initiated. Они думали, ну здорово, вот я получу инициацию, это круто. So then they finally asked Prabhupada face to face, what does it mean? И когда они в конце концов спросили у Шрила Прабхупады лицом к лицу, что такое инициация? Prabhupada says, oh, that means you accept the guru to be as good as God. А Прабхупада сказал, инициация означает, что вы соглашаетесь принимать вашего гуру как Бога. It was like a bomb. Была бомба, взорвалась. They all started talking amongst themselves. Они стали перешептываться друг с другом. The Swamiji always says the guru is not God. Он же все время говорит, что гуру не Бог. What is this? Now he's Что telling это значит? us Все время говорит, что the guru is God. понять гуру как Бога, это что значит? And then they started sitting, talking amongst themselves, and trying to figure out what to do. Они стали сидеть по углам и разговаривать друг с другом, вообще, что надо теперь делать? Do it or not? Что, идти на инициацию или не идти? Yeah, well, the Swamiji says we should do Нет, it. если с вами предлагает, нужно сделать. Он хорошего, плохого не посоветует. They started to get some faith. Они стали проявлять свою веру. Prabhupada's spiritual authority began to establish because Prabhupada did everything he was preaching. И этот духовный авторитет Шрила Прабхупады стал утверждаться в их сознании, потому что все, что проповедовал Прабхупада, он делал сам. They saw that he walked his talk. То есть его слова не расходились с делом, как говорится. And because he walked his talk, they're thinking, yeah, I can have faith in this person. И поскольку его слова не расходились с делом, эти люди думали, да, я имею веру в него. Because he doesn't ask me to do anything that he himself is not doing. Потому что он не просит меня делать что-либо, что он сам не делает. Not only would he ask them to do something that he was doing, but he was always doing more than any of them were doing. Он не то, что не просил делать того, что сам не делал, он всегда делал гораздо больше, чем все они. And he was ready to do whatever is necessary. И он был готов делать все, что необходимо. Already at that time, he was getting up and working the early morning hours, typing his manuscript. Уже тогда он вставал рано утром и по утрам работал над своей рукописью. He would get up in the morning and sometimes stand in line to wait for the shower. Иногда when it was time for him to take the shower, he would sometimes have to stand in line. Иногда Шрила Прабхупада, то есть он очень рано просыпался, работал, и когда приходило время ему воспользоваться душем, ему приходилось в очереди стоять в душе иногда. And then, because there were a few people that were standing in the storefront, and they finally figured out they were supposed to take showers. Потому что там же поселилось несколько человек прямо в этом магазинчике, и в какой-то момент эти люди поняли, что им тоже нужно мыться время от времени. Because Prabhupada started to train them. Потому что Прабхупада стал их обучать. To take showers. Вы должны мыться. Well, there's only one place to take a shower. А было только одно место для мытья. They had to go up to Prabhupada's apartment and take the shower. Должны были подниматься в квартиру Шрила Прабхупады, там мыться, у него в душе. So they would go up, take their showers, and Prabhupada would take his shower. И они ходили все мыться к нему, и он там тоже мылся. They go for the morning program. И приходили на утреннюю программу. They'll give a morning class, Bhagavatam. Лекции по Бхагаватам с утра. And then everybody would go about their business. Потом все начали заниматься своими делами. And in this way, gradually a core group of people decided that they wanted to accept the Swami as a guru. И в какой-то момент некоторые такие люди, которые составляли центр этой группы, его последователи, решили, что хотят принять Шрилу Прабхупаду как своего духовного учителя. But as we said, who are the people who are ready to accept the Swami as a guru? Как мы сказали, а кто были те, кто был готов принять Шрилу Прабхупаду своим гуру? They were the people who were known throughout all of America as people who rejected authority. Это были те люди, которые прославились по всей Америке как полностью отвергавшие любого рода авторитеты. The last thing they had in their mind when they were coming and sitting and hearing from the Swami was to accept him as an authority. Последнее, что вообще приходило в голову, когда они сидели и слушали с вами, это принять его какого рода авторитетом в своей жизни. And they, although they would challenge and ask questions and resist in so many different ways. Они иногда задавали Шриле Прабхупаде вопросы с вызовом и сопротивлялись многим вещам, которые он делал. What was it that forced these people to make that step
Но что же заставило, что же побудило всех этих людей сделать этот шаг? To declare that I accept the Swamiji as a spiritual authority. И провозгласить, что я принимаю Свами теперь духовного авторитета для себя. It was his example. Его пример. It was his example. Его пример. That they couldn't refuse because of Prabhupada's example. Они не могли отказаться от этого примера, который давал Шрила Прабхупада. And because they could see Prabhupada's example, whatever resistance they had to authority, their scales were tipped to the side of surrender. И поскольку они видели в этом Шриле Прабхупаде этот яркий пример, какое бы сопротивление по отношению к авторитетам они не питали в себе, чаша весов склонилась в сторону Шрилы Прабхупады. It's not such a cheap thing to become a spiritual authority. Не такая уж дешевая вещь, как стать духовным авторитетом. This is the point that I'm trying to make. Вот я пытаюсь это донести. Look what Prabhupada had to do to become a spiritual authority. Посмотрите, что ему пришлось сделать Шриле Прабхупаде, чтобы стать духовным авторитетом. And even at the first initiation, И даже на первой инициации, the very first initiation, Prabhupada cooked. на первой инициации Прабхупада сам Cooked all the feasts were all cooked by Prabhupada. Prabhupada cooked the feast for the initiation. приготовил пир на инициацию сам собственноручно. Prabhupada had the few people that were there being in the first initiation sit and to accept their vows. Эти люди, которые попали на первую инициацию, дали свои обеты. And then everybody got up after initiation and then they left. Они все встали и ушли после инициации. And Prabhupada cleaned up after the initiation. Прабхупада сам убирал после инициации, после них. He cleaned the whole floor, cleaned up after the fire yajna. Он помыл пол, очистил место, или помыл место, где проводилось огненное жертвоприношение. He went and cleaned the kitchen. Пошел на кухню, там все перемыл. In other words, Prabhupada was doing much more than anybody else. Прабхупада делал гораздо больше, чем кто-либо еще. And they couldn't dismiss that. И они не могли тогда отодвинуть в сторону этот факт. They couldn't dismiss the fact that here's a person who is fully engaged. Они не могли отодвинуть в сторону этот факт, что вот эта личность, она полностью занята. Here's an example of somebody we're supposed to aspire to be. И это пример того, кем мы должны стремиться стать. That is what awakens faith in the spiritual authority. Пробуждает веру в духовное руководство. That we have to see the example. Мы должны видеть пример. I said I was going to read something. Я собирался вам прочитать кое-что. It's just one thing I just happened to come across. Это просто что-то, что я встретил в процессе чтения. This was in 2nd Avenue. На второй авеню. It's very short. Очень короткий отрывок. It says that Sadhguru Maharaj is saying, although these one-time visitors came and went away. Хотя эти посетители, которые приходили однажды, потом навсегда уходили, a few new friends began to stay on. Постепенно из них осталось какое-то число новых друзей, которые продолжали приходить регулярно. Watching the Swami deal with different guests. И они наблюдали, как с вами обращаются с различными гостями, приходившими. They began to appreciate the Swami's arguments. И они начали оценить те аргументы, которые предлагал Свами. His concern for people. Его обеспокоенность состоянием людей. And his devotion to Krishna. А также его преданность Кришне. He seemed actually to know how to help people. И он, на самом деле, казалось, он понимает, как помогать людям. And he invariably offered them Krishna consciousness. Он неизменно предлагал всем людям сознание Кришны. As much as they could take. Настолько, насколько они могли его принять. As a solution to their problems. Как решение их проблем. A few began to take the Swami's message to heart. И некоторые из них стали принимать послание Свами же близко к сердцу. This is how Prabhupada earned his spiritual authority. Вот так Шрила заслужил свой духовный авторитет. They came and they saw how Prabhupada was preaching to others. И Прабхупада видел, они приходили и видели, как Прабхупада проповедовал другим. How he was dealing with others. И как он вел себя по отношению к другим. How he was answering their questions. Как он отвечал на их вопросы. How he was caring. Заботился о них. How he was ready to give time to help others. И был готов уделить им время, чтобы помочь другим. How he was always trying to give Krishna conscious solutions. Всегда пытался давать им решение проблем сознания Кришны. Because they saw that. Поскольку они видели это в нем, they could have faith in his spiritual authority. Они смогли развить в него веру как своего духовного авторитета. That's the kind of authority every devotee should be aspiring for, who's taking care of others. Тот самый авторитет, к развитию которого должны все те преданные, заботящиеся о других, стремиться. It's not just a tap on the shoulder. Это не просто похлопывание по плечу, что вот тебя назначили. That's not what the powers want to represent the authority. It's just a tap on the shoulder. Это не полномочия, это просто назначение, когда вас по плечу хлопают и говорят «давай». It's the commitment to parampara. Это преданность парампаре. It's the commitment to following in the footsteps of the previous Mahajans.
преданность следованию по стопам предшествующих махаджан. That is what empowers a person to help others. Это уполномачивает человека на помощь другим. And that's what enables them to give Krishna consciousness to others. И позволяет человеку давать сознание Кришны другим. Which is really the solution to all problems. Которое является настоящим решением для всех проблем. But we can't force it on people. Но мы не можем вынудить людей принять это. We can't just force people to take Krishna conscious solutions if we don't take them ourselves. Мы не можем заставить людей принимать решения проблем сознания Кришны, если мы сами их не принимаем в своей жизни. Prabhupada lived as the example of the Krishna conscious solution. Прабхупада был воочию примером, жил примером, и был живым примером решения проблем сознания Кришны. By his helplessness, his dependence on the order of the cyclic succession. Своей беспомощностью и своей полной зависимостью от цепи ученической преемственности и их приказов. By his dependence in Krishna and everything that happened to him. Своей зависимостью от Кришны во всех обстоятельствах, которые происходили с ним. And therefore Prabhupada was the example of the person who was always depending on Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада был примером того, кто всегда зависел от Кришны. Even in the face of adversity. Даже перед лицом трудностей. And that's the one thing that they always noticed about Prabhupada. Вот это то, что они замечали всегда в Шриле Прабхупаде. That Prabhupada was just genuine. Прабхупада всегда был подлинным. He walked his talk. И он, слова его не расходились в дело. He could tell people to surrender to Krishna. И он мог говорить людям: предайтесь Кришне. He could tell them, give them Krishna conscious solutions. И мог давать людям решение проблем сознания Кришны. Because he found all the solutions in Krishna consciousness himself. Потому что он сам нашел все решения проблем сознания Кришны. And therefore his message had potency. И поэтому его послание имело силу. But if we try to force people to Krishna conscious solutions, we can't teach them by our own example. Если мы пытаемся принуждать людей к решению проблем сознания Кришны, не можем подкреплять это собственным примером, then we have to be very careful about the kind of position of authority we impose on others. тогда мы должны очень осмотрительно подходить к нашим попыткам навязать людям какой-то авторитет. Yes, you can be an assistant, you can be a guide. Да, вы можете быть помощниками, можете вести людей по пути. But if you want to be effective, Но если вы хотите быть эффективными, you must be an example. должны стать примером. Otherwise, it will be temporary. В противном случае такое положение долго не продлится. Your authority will not last. Ваш авторитет долго не продержится. So this is, I felt something relevant. I've been meditating on. Я медитировал на эту тему очень долго и подумал, что оно будет актуально для этого собрания. So much to learn from Prabhupada's example. Так много чему можно научиться на примере Шрилы Прабхупады. When we see Prabhupada's example, we should understand that Prabhupada was a Mahajan. Когда мы видим пример Шрилы Прабхупады, мы должны понимать, что он был Махаджан. Mahajan means we follow in their footsteps. Мы следуем по стопам Махаджан. We don't imitate. Мы не имитируем их. We follow in their footsteps. Мы не подражаем, но следуем по их стопам. We should be ready to undergo as much inconvenience as Prabhupada had to undergo to establish his spiritual authority. И мы должны быть готовы вынести такие же трудности и неудобства, которые вынес Шрила Прабхупада, чтобы стать духовным авторитетом на Западе. Because we're supposed to follow in his footsteps. Потому что мы должны следовать по его стопам. And he's left those footsteps for us to follow. И он оставил эти стопы или эти следы, чтобы мы следовали им. And if we don't know what those footsteps are, we should know. Если мы не знаем еще, каковы эти следы, мы должны узнать об этом. We should know how did Srila Prabhupada become so empowered in the way that he did. Мы должны знать, как Шрила Прабхупада обрел эти полномочия и смог совершить то, что он совершил. Because that's an example that will go on for generations in our Krishna consciousness movement. Потому что этот пример будет жить поколению нашего движения сознания Кришны, должен жить. And that's the example that we have to aspire for. Это самый пример, к которому мы должны стремиться. As unqualified as we are, and as we feel ourselves to be. Какими бы мы ни чувствовали или не были на самом деле дисквалифицированными. Nonetheless, Srila Prabhupada is expecting this of his followers. Но тем не менее, Шрила Прабхупада ожидает нас, его последователей. He's entrusted his movement to us. От нас, он доверил нам свое движение. We have the responsibility to follow his footsteps. И у нас есть ответственность следовать по его стопам. And that responsibility is opportunity for that responsibility is being given to all of you. А возможность для этой ответственности дается всем вам. And as Srila Prabhupada would say, now take it. И как Прабхупада добавлял, берите ее. He was ready to give it. Он был готов дать ее. But he expected us to take it. Но он ожидал от нас, что мы ее примем. Everything. Все. Not just the externals. Не какие-то внешние Everything. вещи, а все. Should take everything that Prabhupada did. Мы должны принять все, что дал нам Шрила Прабхупада. And become spiritual authorities on the strength
of our example in Krishna и стать духовными авторитетами, основываясь of our example in и Krishna стать подлинными духовными авторитетами, опираясь на силу нашего собственного примера. And even if we falter, Даже если мы споткнемся на этом пути, even if we have some difficulty, даже если мы будем испытывать трудности на этом пути, even if we slip from time to time, даже если мы будем подсказываться, we should still look at the example. мы должны будем продолжать смотреть на этот пример. We should still pray for the strength to overcome our difficulties. И молиться о силе преодолеть эти трудности. This is also Krishna Это consciousness. тоже сознание Кришны. This is also an important example. Это тоже очень важный пример. Not to be satisfied to justify our lives as a bad example. И не оправдывать, и не довольствоваться, и оправдывать свою жизнь тем, что мы плохой пример. And just to live trying to justify our bad example. И оправдывать то, что мы плохой пример, и жить таким образом. We should not justify our bad example. Мы не должны оправдывать то, что мы плохой пример. We should always try to overcome whatever difficulties we have in being a good example. Мы должны всегда прилагать усилия, чтобы преодолевать все трудности, не позволяющие нам стать хорошим примером. And to pray to Guru and to Prabhupada and to Krishna for the strength to overcome them. И молиться Гуру, Шри Прабхупаде и Кришне о силе, чтобы преодолеть эти трудности. This is also our Это responsibility. тоже наша ответственность. It's also the responsibility Srila Prabhupada has given to everyone. Также ответственность, которую дал нам Шрила Прабхупада всем из нас. Not to become complacent in spiritual life, Не нужно поддаваться самодовольству в духовной жизни, but always try to become a better а example всегда пытаться становиться лучшим примером, so that one can properly represent the Guru Paramahansa. чтобы человек мог правильным образом представить Гуру Парамахансу. And in this way be effective И тогда мы сможем стать эффективными, in caring for devotees. заботить о преданных. This is the best way to care for devotees. Самый лучший способ заботиться о преданных Is giving them faith in Krishna – это consciousness. вселять в них веру в сознание Кришны. What better devotee care program is there be? Can there be Есть ли вообще лучшая программа заботы о преданных, чем это? than to give somebody faith in Krishna Чем consciousness? давать преданным веру в сознание Кришны? It's the highest devotee Это care. самая высшая программа заботы о преданных. This is what our devotee care program should be. Вот это и должно стать нашей программой заботы о преданных. And we should all aspire to take part in devotee Мы care. должны все стремиться принять участие в этой программе заботы о преданных. Пожалуйста, я немножко затянул лекцию. I didn't leave time for questions. Я не оставил время для вопросов. But tomorrow, Завтра, please have some questions. пожалуйста, приготовьте вопросы к завтра. Okay. Хорошо?